Здравствуйте, дорогие весы! Добро пожаловать на канал. Меня зовут Виктор Ферман, а это ваш лунный гороскоп. Советы на следующую неделю с 14 по 20 октября. Множество разных событий может вас поджидать. Давайте поскорее узнаем подробности. Наливайте вкусный чай или кофе, подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Мы начинаем! Понедельник и вторник Луна в знаке зодиака Рыбы в вашем шестом доме гороскопа, а это дом, связанный со здоровьем, с лечением. Поэтому в эти 2 дня, дорогие весы, уделяйте внимание своему самочувствию. Если что-то не так, если вас что-то беспокоит, не откладывайте поход к специалистам, а сразу звоните, записывайтесь на консультации, на сдачу анализов, чтобы все проверить. Вот понедельник и вторник для этого подходит. Затем шестой дом гороскопа отвечает за наши обязанности по работе. Вот здесь, возможно, вы захотите отстраниться от каких-то обязанностей, какие-то задачи, вопросы решить чуть попозже, потому что когда Луна в знаке зодиака Рыбы, мы хотим уединиться, мы хотим избежать каких-то проблем, поэтому, возможно, что-то вы захотите отложить, какую-то встречу, какую-то обязанность свою, задачу какую-то. Вот либо переложить на кого-то другого. Может быть, коллегу попросите, чтобы он за вас вышел, или чтобы он за вас отработал, или чтобы он взял на себя какую-то определенную задачу. Может быть и так. Затем Луна в Рыбах – это иллюзии и мечтания. И шестой дом отвечает у нас за домашних питомцев и за ремонт. За ремонтные какие-то работы. Поэтому, может быть, кто-то из весов будет думать о том, что ой, как было бы хорошо поставить новую кровать, новый диван, переехать куда-то, снять какую-то квартиру, поклеить обои, прикупить какую-то технику на кухню. Вот какие-то такие иллюзии вас могут посещать. Ну, либо про домашних питомцев, как я уже сказал, может быть, вы будете думать о том, ой, как было бы хорошо взять кошечку из приюта или какую-то собачку, либо поставить аквариум, купить рыбок. То есть вот что-то такое вас может захлестнуть в эти 2 дня, какие-то такие мысли. Ну и также нельзя поддаваться отрицательным эмоциям, когда Луна в Рыбах. Знак зодиака Рыбы отвечает за наше внутреннее ментальное состояние, и если вы попадете в отрицательные эмоции в понедельник, во вторник, они вас затянут, дорогие весы. Поэтому я советую, самое главное в эти 2 дня общаться только с позитивными людьми, с людьми, которые вас принимают, любят, такими, какие вы есть. Среда и четверг Луна переходит в знак зодиака Овен, ваш 7-й дом гороскопа. И вот здесь, возможно, вас посетит энергия, активная энергия, которая поможет вам преодолеть какие-то вопросы, связанные с отношениями, с браком. Может быть, сейчас у вас какие-то недопонимания с партнером или от вас ждут какого-то решения, какую-то инициативу. Вот вы сможете ее проявить в среду и в четверг. Луна в Овне – это еще и инициативность в том числе. Может быть, вы тянете отношения, может быть, вы локомотив, так сказать, вашего брака. Вот захочется, может быть, это обсудить с партнером, либо решить какие-то вопросы бытового даже характера. Если вы одинокий представитель знака зодиака Весы, это хорошее время, чтобы встретиться с кем-то, попить чашечку кофе, прийти на свидание. Это активная энергия. Вы, может быть, будете думать эти 2 дня, а как мне построить свою личную жизнь, а когда я встречу своего суженого ряженого, а когда же я смогу настроиться, так сказать, настроить вибрации для того, чтобы все-таки пойти с кем-то познакомиться. Какие-то такие могут вас посещать мысли в эти 2 дня. 7-й дом гороскопа отвечает за эстетику, за красоту, за баланс цветов и красок. Поэтому, возможно, вы захотите что-то купить домой, дорогие весы. Что-то красивое, что-то для интерьера, может быть, не знаю, какой-то плакат, или, может быть, это будет какое-то большое красивое зеркало. Вот, возможно, и такие будут у вас мысли, идеи посещать. Когда Луна в знаке зодиака Овен, мы можем навязывать свое мнение окружающим. И причем так навязывать, что люди нас могут не понять. Кто-то даже может затеять ссору, дорогие весы. Поэтому я советую все-таки уметь слушать оппонентов в среду и в четверг. И если у вас есть какая-то четкая позиция, выскажите ее, конечно же. Но не стоит перегибать палку. На всякий случай все-таки себя перестрахуйте. Ну и также, когда Луна в Овне, усиливаются родительские чувства. Это хорошее время для того, чтобы встретиться с детьми, с внуками, с правнуками, с ними провести время, если они уже взрослые. Если они маленькие, то тоже придется уделить им достаточное внимание в эти 2 дня. Я напоминаю о том, что в четверг, 17 октября, полнолуние в знаке зодиака Овен. У меня есть отдельное видео на канале. Обязательно его посмотрите.
Пятница и суббота. Луна переходит в знак зодиака Телец, ваш 8-й дом гороскопа, и возникнут вопросы, связанные с финансами в этот период. 8-й дом гороскопа отвечает за большие суммы денег. Это могут быть кредиты, это могут быть суды, это могут быть ипотека. А когда Луна в знаке зодиака Телец, мы хотим сэкономить деньги. Поэтому, возможно, вы будете договариваться с банком, планировать какой-то разговор с банком, чтобы вам меньше поставили проценты. Либо рефинансирование делать, либо вклады какие-то будете рассматривать под выгодный процент. Это вот такие мысли вас могут посетить. Либо кто-то к вам придет занимать денег, и вы откажете, либо вы поймете, что если сейчас отдадите сумму денег, которую от вас просят, то вы останетесь ни с чем. Вот как-то вот так может проиграться Луна в Тельце. Хотя это еще и хорошее время для того, чтобы требовать вернуть долг. Может быть, вы кого-то там уже раздали деньги и ждете, когда вам Манька вернет ваши 500 рублей. Вот позвоните, напишите ей в пятницу или в субботу, намекните хотя бы, чтобы вам должок все-таки вернули. Когда Луна в знаке зодиака Телец, мы становимся нежными. Мы хотим любви, проявлять любовь и получать ее. А 8-й дом отвечает за интимную сторону нашей жизни. Поэтому пятница и суббота идеально подходят для того, чтобы уединиться со своим любимым человеком, со своим партнером. Устройте романтический вечер. Покройте постель лепестками роз. Вот как-то, возможно, эта энергия в вас будет просто разрывать изнутри. Когда Луна в Тельце, усиливается чувствительность к окружающей красоте. Поэтому это тоже хорошее время для того, чтобы посетить что-то красивое. Ну, не знаю, к примеру, парк, какое-то озеро, пруд, лес, или сходить в галерею, посмотреть на красивые картины, или сходить на какое-то мероприятие, концерт, к примеру. Вот замечательно для этого время. Выбирайте, пожалуйста, весы, пятница или суббота. Ну и также желание насладиться уютом и комфортом. Это тоже Луна в Тельце. Поэтому, может быть, вы будете переставлять мебель или что-то подкупать к интерьеру. Вот как-то у вас следующая неделя прям связано с комфортом и уютом в доме. Поэтому здесь я желаю вам только удачи, дорогие весы. Ну а в воскресенье Луна переходит в знак зодиака Близнецы, ваш 9-й дом гороскопа. 9-й дом отвечает за путешествия, за далекие страны, за эмиграцию. Поэтому, возможно, вы будете с кем-то общаться с человеком, который находится в другой стране, переписываться, созваниваться. Может быть, вы поедете в гости или вы запланируете какую-то поездку в гости. Либо это может быть город внутри страны, но который сейчас находится далеко от вас. Ну, к примеру, вы живете в одной части страны, а кто-то из родственников или там, ваши дети живут в другой части страны, и придется с ними переписываться, созваниваться или даже бронировать билеты. 9-й дом гороскопа отвечает за обучение, за высшее образование. Это хорошее время для того, чтобы найти для себя какую-то школу, какой-то институт, договориться о каких-то встречах возможных. Может быть, вы будете изучать что-то онлайн и будете переписываться с учителями, с коучами, с людьми, которые уже чему-то учатся, брать у них какую-то консультацию, интересоваться, как это все происходит. Если вы сейчас чему-то обучаетесь, то это хорошее время для того, чтобы сдать экзамены, потому что Луна в Близнецах – это контактность, это стремление передать информацию, поэтому вы найдете нужные слова, дорогие весы. Если у вас вот прямо сейчас какое-то выступление намечается, то в воскресенье, ну еще и в понедельник чуть-чуть, там Луна тоже в Близнецах будет, можно смело выступать, дорогие весы. Ну и 9-й дом – это изучение иностранных языков, хорошее время, в воскресенье, в понедельник еще заниматься иностранными языками, изучать новый язык. Либо это будет общение с людьми других культур, другой национальности. Тоже вполне возможно, вы сможете о чем-то договориться. И также 9-й дом – это религиозные вопросы. Может быть, вы будете посещать религиозные места, святые места. Вас могут позвать в собор, в мечеть, в церковь. Или вы хотели уже давно посетить что-то из перечисленного. То в воскресенье или в понедельник вы сможете это сделать. Ну и также из-за активности ума, когда Луна в Близнецах, воображение, сообразительность усиливается, возможно, бессонница. Поэтому самое главное, дорогие весы, выспаться в воскресенье. Постарайтесь с этим что-то сделать. Дорогие весы, большое спасибо вам за просмотр. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, подписываться на канал и подписываться на телеграм-канал. Ссылка под этим видео. В телеграм-канале я публикую анонсы к будущим прогнозам, поэтому, чтобы ничего не пропустить, обязательно добавляйтесь.
Желаю вам крепкого здоровья, желаю вам хорошего настроения на следующей неделе, оптимизма. Если вы сейчас свободные весы и еще без партнера, не падайте духом, обязательно встретите свою вторую половинку. Самое главное — ходить на свидание и смотреть с позитивом в свое будущее. Если вы в партнерстве, в браке, в отношениях, то следующая неделя идеально подходит для того, чтобы наконец-то уединиться и провести какой-нибудь романтический вечер. Удачи вам, дорогие весы, и всего самого наилучшего. Всем до свидания.